Сегодня мы будем говорить о финальном боссе русской литературы – Александр Сергеевич Пушкин. О нем говорят «Пушкин – наше все». Но что это наше все? Почему в каждом русском городе есть улица имени Пушкина? Почему его портрет висит в школах? Почему конфеты, водка, музеи, парки – все называют его именем? Есть простой ответ. Пушкин придумал тот русский язык, на котором мы сейчас говорим, который вы сейчас слышите. И поэтому сегодня я хочу рассказать вам о его жизни. Он прожил очень короткую, но очень горящую жизнь. Привет, друзья! Меня зовут Сергей, и, как я уже сказал, сегодня мы будем говорить о жизни великого поэта. Это одно из видео, в котором я рассказываю о жизни великих писателей. Если вам интересно смотреть другие видео, то смотрите плейлист там или там, где-то он здесь будет вокруг. А если вы сами хотите погрузиться в истории и практиковать ваш русский уже не на начальном уровне, а на уровне повыше, то смотрите, в сентябре в моей школе Russian Storytellers открываются первые классы для уровня B1, и там мы будем разбирать историю, которая называется Собакистан. Это как Советский Союз, но вместо людей там собаки. Вот так. Все подробности в описании видео, а также в прикрепленном комментарии. Ну что, вы готовы? Поехали! Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года. Это был самый последний год 18 века. В то время еще были люди, мужчины, которые носили белые парики и колготки. 3 года как умерла великая императрица Екатерина Великая, и именно в этот год Суворов проходил через Альпы. Семья Пушкиных – это был старый дворянский род. Когда родился Александр, его роду уже было более 600 лет. Их семья служила царям очень долгое время. Но самый интересный факт не об отце Пушкина, а его прадеде. Его прадед по линии матери – он был из Эфиопии. Звали его Авраам Петрович Ганнибал. Его нашел Петр I, где, я не знаю, но воспитал его почти как своего родного сына. Он учился в Париже, он стал военным инженером и дослужился до очень высокого чина. Он стал генералом-аншефом. Так в Александре Сергеевиче было 12% африканской крови. Неудивительно, что он так хорош в словах. Йоу. И еще 12% в нем было крови немецкой, так как жена Ганнибала была немкой из Прибалтики. Сам Пушкин, он гордился своим происхождением, и в то время это было не что-то странное, оказалось более стильным, как в романах Байрона. И что интересно, сейчас до сих пор в Эфиопии, в Аддис-Абебе, есть площадь Пушкина. У входа в Национальный музей стоит его бронзовый бюст. Итак, вернемся к его биографии. Когда Александр был маленький, он был не очень любим в его семье. Его считали некрасивым мальчиком, а вот его брата Леву очень и очень приятным, милым мальчиком. Отец его был холодный и легкомысленный, а мать была нервная и часто меняла настроение. То она его вообще не замечала, то начинала его строго воспитывать. Однажды мать связала ему руки за спиной только потому, что он очень любил тереть его ладони. Родители жили богатой светской жизнью, балы, танцы, разговоры. Поэтому в основном свое детство он проводил с его бабушкой Марией Алексеевной, а также с его нянечкой Ариной Родионовной. Именно они говорили с ним на простом, живом русском языке, потому что родители говорили дома только на французском. Еще у Пушкиных дома была прекрасная библиотека. К 10 годам мальчик прочитал уже всю ее сплошь и поперек. Там был Руссо, Гомер, Плутарх, Мольер. Все это он уже прочитал. И именно тогда он уже начал писать сам. Первую свою пьесу написал он, когда ему было 8 лет. И, конечно, он показал ее своей сестре Ольге, и она ее высмеяла. Обычный ребенок бы обиделся, но не Сашенька Пушкин. Он написал эпиграмму, такое, знаете, злое стихотворение про себя, которое звучало так. «Скажи, за что Портер освистал твою комедию? За то,
что ты украл ее у Мольера. То есть такая у него была самоирония. 8 лет, да, но он уже умел смеяться над собой. В 12 лет Александр поступил в Царско-сельский лицей. Это была такая новая школа, которую создал Александр I, император. У него была идея, такая школа, в которой будут воспитывать, так сказать, людей будущего страны. Она находилась прямо рядом с императорским дворцом, куда часто в императорский сад наведывались студенты и воровали там яблоки. Да, учили там очень широко. Латынь, греческий, фехтование, математика, астрономия, верховая езда и даже архитектура. Конечно, русская словесность, французский, безусловно, также. Домой не отпускали даже на каникулы. Зато у каждого была своя комната и свободный доступ к библиотеке. Пушкин учился плохо. Хорошо у него было только по 3 предметам. Это русская словесность, французский, а также фехтование. С математикой он был полный ноль, как, собственно, ему и сказал его преподаватель. В лицее у него были разные прозвища, как у всех. У меня тоже, кстати. Например, его звали Француз за отличное звание французского, а также его звали Обезьяна, а потом Тигр, а потом просто назвали Обезьяна-Тигр, потому что его характер был такой изменчивый, вспыльчивый, да, и всегда готовый к драке, и вот такой полон энергии он был, в общем. Но Пушкин, конечно, не обижался. Он написал стихотворение, опять же, про себя, по-французски, называется «Мой портрет». И здесь вот небольшой перевод этого стихотворения примерно звучал вот так. «Сущий бес в проказах, сущая обезьяна лицом, много, слишком много ветрености. Вот вам и Пушкин». То есть так он себя видел, как его называли приятели. В общем, он не обижался совсем. В 1815 году в лицей на экзамены приехал Гаврила Державин. В то время Державин — это был самый великий поэт России. То есть Пушкина же ведь еще не было, он только учится. В то время Державину было 72 года, а Пушкину 15. Пушкин прочитал ему стихотворение «Воспоминания о царском селе». И Державин радостно воскликнул: «Ну что ж, я не умер! Вот кто заменит Державина!» Выше признания в тот момент получить было невозможно. После лицея Пушкин поступил в коллегию иностранных дел, где он проработал ровно 0 дней. В то время дворянину достаточно было просто числиться на бумаге, на службе. Даже не обязательно было там работать. А в свободное время, конечно, он писал стихи, ходил на балы, играл в карты, встречался с женщинами и постоянно с кем-то ссорился. Дуэли — это была его 3-я страсть, после карт и женщин, конечно. Всего за жизнь он участвовал примерно в 29 дуэлях, и только одна закончилась смертью. Вот, например, история одной из самых смешных дуэлей. Его друг, которого звали Вильгельм Кюхельбекер. Да, такое очень русское имя. Как вы понимаете, в то время у нас в России было очень много немцев, очень много французов и других людей, которые также были очень знатными. Поэтому у всех были абсолютно разные друзья. Так вот, его друг Кюхельбекер, он писал стихи, но писал стихи он, как сказать, не очень хорошо, да? И его друг Жуковский слушал его. Так вот, однажды Жуковского пригласили на вечер, а он не пришел. И он отвечает: «Накануне я расстроил желудок». А тут еще и Кюхельбекер. И тогда Пушкин написал эпиграмму тому Жуковскому: «Да, достаточно Кюхельбекерно». То есть плохо. Он использовал имя как синоним тому, что что-то плохое случилось, да. Кюхельбекер обиделся и вызвал друга на дуэль. Однако у него была проблема. Он был близорукий, то есть плохо видел. И к тому же никогда в своей жизни он в руках оружие не держал. Секундантом был другой одноклассник, Дельвиг. И зная, как плохо стреляет Кюхельбекер, Пушкин сказал ему: «Встань на мое место, тут будет безопаснее». То есть он рассчитывал, что он скорее промахнется и попадет в Пушкина, когда будет стрелять в Кюхельбекера. Раздался выстрел, и Кюхельбекер прострелил шляпу Дельвига. То есть еще чуть-чуть, он бы умер. Пушкин стрелять не стал. Он сказал:
Довольно дурачиться, милый, пойдем пить чай. Вот так русские решают все свои проблемы. Сначала стреляются, а потом идут пить чай. И вам того же рекомендую. Пейте вкусный чай. Но шутки закончились, когда Пушкин начал писать политические стихи. Он написал оду «Вольность», где резко отзывался о власти. И эта ода разлетелась очень быстро. Ее читали офицеры, читали разные люди в высоких кругах. Конечно, за что Пушкина наказали. Его император в то время, Александр I, отправил его сначала на юг, в Одессу, там потом в Кишинев, а потом в пригород Пскова, в Михайловское. Это такая деревня. Но он там жил не совсем один, он жил вместе с его нянечкой, Арина Родионовна. Тогда это была не только нянечка, но как прислуга. И, конечно, дом был старый. Вместо нормального письменного стола у него был стол для карт, на котором он писал стихи. Вместо нормальной кровати там было тоже что-то непонятное. В общем, там он и находился. И вот здесь случилась очень одна интересная история про зайца. Дело в том, что в 1825 году, если вы знаете историю России, случилось восстание декабристов на Сенатской площади. Это люди, которые вышли против власти царя. В то время была коронация нового царя Николая II. Николая I, прошу прощения. И, конечно, это, так сказать, это восстание декабристов, оно прошло не очень хорошо. 4 казнили, всех других отправили в Сибирь к нам, в родную. Вот. И Пушкин, он знал об этом. Он тоже хотел туда поехать, потому что там были его друзья, Кюхельбекер и Дельвиг и другие. В общем, он сказал, что надо. И он собрался, уже все запаковал. И когда он выезжал из Михайловского, его дорогу перебежал заяц. И обычно в то время, когда у тебя дорогу перебегает заяц, это считалось чем-то плохим, как будто бы черная кошка. И он остался, никуда не поехал. Ну, и как вы знаете, он сделал правильное решение. Потому что если бы он поехал, может быть, его бы тоже казнили или отправили в ссылку. И тогда была бы совсем другая история, совсем другого Александра Пушкина. До сих пор спорят историки, был ли Пушкин декабристом, то есть знал ли он заранее, планировал. Скорее всего, нет. Скорее всего, он сделал это только за компанию. Но советские ученые долго об этом говорили. Конечно, им приятно думать, что он был тоже против царя. А вот интересный факт, что в Михайловском, в этой деревне, да, в Михайловское, там поставили памятник Зайцу в 2000 году. Зайцу, который спас поэта, так сказать. А вот уже буквально через год в эту деревню Михайловское за Пушкиным приехал курьер от царя, от самого царя Николая I, и сказал: «Собирайся, едешь к царю». Его нянечка Арина Родионова испугалась, подумала, что все, сейчас у них будут проблемы, и выбросила весь сыр с плесенью. Голубой сыр, вы знаете, дорблю, да? Почему? Потому что в то время считалось, что люди, которые едят такой сыр, точно думают необычно, так сказать, вольнодумцы. Поэтому она не хотела, чтобы они подумали о нем что-нибудь такое. Пушкина привезли в Москву, в Кремль, и царь говорил с ним там наедине. Пушкин вышел оттуда совершенно очарованным. А царь сказал придворным, что сегодня я говорил с одним из самых умных людей России. Он вернул его из ссылки и предложил одну вещь. Сказал: «Теперь я буду твоим личным цензором. Если хочешь писать какие-то стихи, отправляй их мне, и я буду редактировать». Хорошо это было или плохо, историки спорят до сих пор. То есть, с одной стороны, у него был прямой доступ к царю, но с другой стороны, царь ведь мог многое и забраковать. Что интересно, здесь очень важно заметить, что до Пушкина именно писатели и поэты, особенно поэты, это не было чем-то серьезным. То есть не было профессиональных поэтов. У нас были какие-то писатели, да, но, как правило, это были люди, которые были, не знаю, военные или еще что-то делали, и в свободное время, может быть, там чуть-чуть писали, и другим нравилось, и издавали. Но это не было главной работой. А Пушкин официально стал профессиональным поэтом. Он получал гонорары. За всю жизнь он получил большие деньги. 255 тысяч рублей в то время.
То есть по нынешним деньгам это примерно $2 миллиона. Совсем неплохо. Но богатым человеком он никогда не был. Нет, вовсе нет. Наоборот, он всегда тратил больше денег, чем зарабатывал. Квартира в Санкт-Петербурге на набережной Мойке. Очень много денег он туда вкладывал, постоянные балы, праздники. В той квартире жили не только его жена и дети, но также жили сестры жены. То есть они за все платили втроем, хотя он говорил, как будто бы сам все покрывал. В 1828 году Пушкин познакомился с Натальей Гончаровой. Ему на тот момент было уже почти 30, а ей 16. С точки зрения светского общества это был плохой брак. И не потому, что она была слишком молодая, нет-нет, в то время это было нормально, а потому что ее семья была не очень знатна. Дело в том, что раньше были две группы людей. Это были знатные люди, они могли быть бедные, но знатные, а могли быть также люди, скажем как, которые продавцы, купцы, да, что-то продавали, фабриканты, как была семья Гончаровых. И таким образом они заработали себе деньги. Хотя и не было у них так много денег. Поэтому часто Наталья и ее сестры приходили на балы в старых платьях. Более того, она, кажется, была единственной девушкой в империи, которая не интересовалась его поэзией. Она совсем не читала его стихи. Но у нее было одно качество, которое перевешивало абсолютно все. Она была невероятно красива. Все современники говорили одно и то же. Самая красивая женщина Москвы и Санкт-Петербурга. Пушкин добивался ее 2 года. И когда все-таки смог добиться, они решили пожениться. Но семья была такая бедная, что у родителей не было денег на приданное. Тогда Пушкин сам потихонечку, аккуратно, так сказать, в секрете от публичности дал им деньги, как будто бы это были их деньги. Но на самом деле это были его деньги. Что, я думаю, он поступил весьма благородно с этой точки зрения. Первый год был счастливым. Пушкин был внимательным, заботливым мужем. Он бросил карты, бросил шампанское, бросил старую холостяцкую жизнь. Он думал, что теперь он будет тратить меньше, но он стал тратить больше. 4 ноября 1836 года в квартиру Пушкиных пришло 3 анонимных письма. Также такие письма получили несколько друзей поэта. И каждый раз, когда все они открыли эти письма, в них оказалось то, что Пушкина принимает в клуб рогоносцев. Это был так называемый диплом рогоносца, что означает, когда жена или другой человек кому-то наставит рога, как правило, это значит, что мужу жена изменяет. И был намек на то, что она изменяет с самим императором. Реально ли это было? Скорее всего, нет. Но дело было не в правде. Дело было в оскорблении. Пушкин решил, что письмо написал молодой французский офицер Жорж Дантес. Дантес был приемным сыном голландского посла, и он настойчиво ухаживал за женой Пушкина, Натальей Николаевной. Пушкин вызвал его на дуэль. И тут Дантес сделал неожиданный ход. Он сделал предложение сестре Натальи. Теперь он становится родственником, и значит, он будет еще чаще проводить время в их доме. Дуэль пришлось отменить. 25 января 1837 года Пушкин отправил очень резкое письмо отцу Дантеса. И это значило, что дуэль больше было не избежать. 8 февраля дуэлянты встретились на Черной речке под Петербургом. Название-то какое, да? Символическое. Черная речка. По дороге Пушкин зашел в кондитерскую Вольфа и Беранже, которая находится на Невском проспекте. Там он выпил стакан воды или лимонада. Источники расходятся, но потом он поехал дальше. Условия были очень жесткие. Стрелялись с 20 шагов. Барьер же был 10 шагов. Дантес выстрелил первым, и пуля сразу попала Пушкину в живот. Он упал, потерял сознание, но сразу же пришел в себя и сказал, что будет стрелять. Он выстрелил в Дантеса и попал ему в руку. Пуля отскочила от пуговицы мундира и сломала ему только 2 ребра. Из-за этого потом появилась легенда, что на самом деле Дантес под его мундиром носил
железную кольчугу. Пушкина привезли домой, положили на диван, и врачи сказали честно, рана смертельная. Он поблагодарил их за честность, но потом произошло то, что никто не ожидал. Он прожил еще 2 суток. И имейте в виду, обезболивающих в то время еще не было. И все это время он спокойно приводил все свои дела в порядок. Он публично объявил, что жена его ни в чем не виновата, чтобы избежать разных сплетен и тому подобное, снять с нее вину. Он сказал ей: уезжай в деревню, носи траур 2 года, а потом выйди замуж за приличного человека. Он написал завещание, составил список всех своих долгов. Долгов было столько, что Пушкина похоронили в том фраке, за который он еще не успел заплатить. И он написал письмо царю. Он вежливо извинился и попросил его позаботиться о его семье. Царь закрыл все его долги. И его жена и дети жили хорошей жизнью. Они ни в чем не нуждались. Пушкин умер в ночь на 10 февраля 1837 года, и на тот момент ему было 37 лет. В газете вышел короткий некролог в черной рамке. Там написали: «Солнце русской поэзии закатилось». Однако автору этого некролога, Владимиру Адаевскому, его вызвали к редактору и сказали: как это так? Вы ставите его некролог в черную рамку, как будто бы это был чиновичий человек, то есть человек высокого чина. Он был просто поэт. Только через 43 года, в 1880 году, поставили памятник Пушкину в Москве. Деньги на этот памятник собирали всей страной по подписке. Ну и что же осталось от поэта, да? А осталось очень многое. Я вам сейчас перечислю. Осталось 826 стихотворений, 7 сказок, роман в стихах, драмы, повести и исторические работы. Осталась и вся великая русская проза, которая выросла из его произведений. Гоголь, Достоевский, Толстой, они все были вдохновлены Пушкиным. Они все его читали. И остался русский язык, тот, который вы сейчас слушаете, тот, который вы сейчас изучаете. Именно благодаря ему русский язык стал более легким, простым, приятным в чтении, который избавил нас от большого количества иностранных заимствований. Конечно, они еще остались, но тем не менее. Если вы попробуете сейчас читать Пушкина, вам может показаться трудным. Однако имейте в виду, до Пушкина, это было еще намного более труднее, и язык был более тяжелый. Вот. Поэтому Пушкин, я бы сказал, это был как переходный период. Честно говоря, сам я лично не читал, точнее читал его некоторые поэмы, но не могу сказать, что все они мне очень нравятся. Но, тем не менее, я очень преклоняюсь перед ним, как перед человеком, который внес большой вклад в развитие русского языка. Так что, друзья, если вы хотите побольше узнать о жизни Пушкина, то недавно вышел байопик, я думаю, пару лет назад, очень необычный, в таком стиле, я бы сказал, современном. Может быть, не всем понравится. Рекомендую посмотреть. Называется «Пророк». Вот. Это как мюзикл получился. Там очень многие русские музыкальные группы выступают, играют. Я еще не смотрел, но планирую посмотреть. И если вам это интересно, тоже рекомендую. Хотел отдельно сказать спасибо всем моим патронам на Патреоне, а особенно моим суперпатронам, таким людям, как вот этим. Да, спасибо вам большое. Если вам нравится эта серия историй про, так сказать, истории жизни известных людей, то пишите в комментариях, буду дальше делать. Это не просто, все равно нужно очень много искать материала, очень много фотографий, не использовать искусственный интеллект, поэтому буду очень благодарен вашим лайкам и комментариям. Да, и, как я уже сказал, не забывайте проверить сайт школы russianstorytellers.com. Вот, там будет информация про новые классы. Все, до скорого, друзья. Пока-пока.